Всем привет! С вами Полина. Недавно я записала видео про то, как я делаю выкройку перчаток. Сегодня я покажу, как я буду их шить. Я знаю, что вы давно просили это видео сделать, подробно про все рассказать, но это было не так просто, и делала я его очень долго. Сразу хочу предупредить, поскольку это видео выходит в эпоху довольно серьезной эпидемии, то многие ищут способ пошить перчатки в качестве средства защиты. Данное видео не для вас, поскольку мы будем делать очень сложные перчатки для повседневной носки, для ролевых игр, для исторической реконструкции. Что-то такое, что должно быть очень качественное и хорошо облегать руку. Если вам необходимо просто для того, чтобы не трогать грязные ручки и кнопки в лифте, например, да, то вы можете просто обвести вашу ладонь, по периметру ее сострочить и сделать резиночку на запястье. Все. Потому что таких перчаток вам надо, скорее всего, несколько пар. Их нужно постоянно стирать. То есть там ничего сложного. Данное видео как раз именно для тех, кто будет делать что-то сложное и трудоемкое. Пошив перчаток очень кропотливая работа и требует большой внимательности. Здесь очень много нюансов, всяких особенностей, которые нужно учитывать, особенности материала, последовательность действий, которая тоже важна здесь. И стоит что-то сделать не так, что-то пропустить, и, возможно, получится так, что вы ваши перчатки просто выбросите на помойку, и придется всю работу начинать заново. Поэтому данное видео будет очень подробным, детальным, с кучей оговорок, особенности работы с разными материалами. Поэтому запаситесь вкусняшками. Начинаем. А начнем мы с самого важного, с выбора материала. Можно взять кожу, замшу, ткань или что-то другое. Самое главное, что материал вообще не должен сыпаться. Поскольку мы совершенно не оставляли никаких припусков на швы, шить мы будем на расстоянии всего лишь 1 мм от края. И край этот должен быть очень прочным. Как проверить, что материал подходит? Я выбираю для себя такой способ. Можно взять иголку, воткнуть ее в ваш материал на расстоянии где-то 1 мм от края и потянуть в сторону. Ничего не порвалось, значит, скорее всего, все будет нормально. В качестве материала я выбираю искусственную замшу. Я никогда с ней не работала и буду делать из нее демисезонные перчатки для повседневной носки. Но чтобы они были необычные, я посвятила их своему любимому сериалу «Доктор Кто». Тем более, что недавно New School, то есть сериалу после возобновления, исполнилось 15 лет. Мои перчатки будут с вышивкой, которую я сделала на вышивальной машинке. Я перенесла выкройку на кальку, чтобы вышивка просвечивала через нее и было удобно попадать в нужное мне место. Но с калькой мне очень сильно не повезло, она бывает гораздо прозрачнее. Попробуем это исправить. Если нанести немного растительного масла на кальку, то она будет гораздо прозрачнее. Только нужно будет удалить все остатки масла, иначе калька, конечно же, испачкает ткань. После того, как место для вышивки выбрано, я буду обводить рисунок. Конечно, без фанатизма, только ключевые элементы. Такие ткани, как замша или бархат, имеют очень важный параметр – это направление ворса. Оно должно быть одинаковым на обоих перчатках. То есть раскладывать выкройки на ткани, например, валетом не стоит. А если мы кроим из кожи, то нужно сначала немного порастягивать ее в разные стороны перед началом кроя. Нужно то же самое сделать на второй перчатке. Я просто переверну выкройку и сопоставлю элементы рисунка. Теперь в готовом виде вышивка будет абсолютно симметричной. Очень важный момент. Вышивка на одной руке должна быть зеркальным отражением вышивки на другой руке. Удобно сперва сделать вышивку, а потом уже кроить перчатку, потому что на готовой перчатке будет очень сложно вышивать. После того, как все детали вырезаны, можно сделать декоративные строчки.
Это, конечно, не обязательно, но мне очень нравится, как они смотрятся. Получается такой классический стиль. Теперь я буду пришивать большой палец. Самый простой способ избежать складок – это сшивать в направлении кончиков пальцев. Практически все швы у меня будут именно в таком направлении. И все я буду делать вручную. Конечно, никакой ручной шов не сравнится с тем, который делает промышленная машинка для перчаток, но у меня такой нет, а на обычной швейной машинке мне неудобно сшивать. В зависимости от того, ручной шов или машинный, надо учитывать свойства материала при его выборе. А ручной шов через край, которым я пользуюсь, он хорош тем, что он растягивается вместе с тканью. Еще можно выбрать для сборки шов, которым я делала декоративные строчки. Он используется довольно часто в сборке мужских перчаток, швами наружу. Так можно, например, подчеркнуть то, что они сшиты вручную. Перчатки можно собирать швами внутрь или наружу, в зависимости от фасона.
Теперь самое сложное. Нужно пришить детали между пальцами. Сперва я попарно их соединяю так, как они расположены на руке. Каждую из этих деталей лучше подписать, иначе будет просто нереально разобраться, какую куда пришивать. У меня, например, на каждой детали по две буквы. Буква в середине означает какой-то палец, а вторая – с каким он сшивается. Потому что, например, безымянный палец имеет две боковые части. Одна сшивается со средним, вторая с мизинцем. Боковые детали одного и того же пальца не одинаковые с обоих сторон, поэтому их нельзя путать. Теперь покажу, как я эти боковушки пришиваю. Здесь очень важен порядок. Если внимательно посмотреть на руку, то видно, что со стороны ладони пальцы чуть короче. Отсюда этот угол наклона у боковых деталей. Поэтому мы начинаем пришивать боковые части именно со стороны ладони, в сторону кончиков пальцев. Это важно. До конца пришивать не будем, лучше до половины. Все пальцы, кроме большого, состоят из нескольких деталей, и прежде чем сшивать до конца, нам нужно сперва выровнять их по длине. Теперь боковым деталям на конце придаем более острую форму, иначе будут некрасивые кончики пальцев. На основе перчатки кончики пальцев я не трогаю. Почему их сразу такими не скроили? Потому что лучше подрезать детали в процессе сборки. Так получается гораздо точнее и все хорошо сходится. После того, как все подрезали, можно доделывать швы до конца. Последний шов я делаю наоборот, от кончика пальца в сторону тыльной стороны ладони. Ведь с этой стороны палец чуть длиннее, значит нужно немного подрезать. Так я делаю для каждого пальца. Звучит, конечно, запутанно, но эта последовательность позволяет избежать очень большого количества ошибок.
Теперь осталось обработать край. Поскольку у меня перчатка из ткани, то я просто подогнула и пришила потайным швом. Можно просто прострочить. Если у перчаток будет подклад, то он делается по той же самой выкройке. Вот такая перчатка у меня получилась. Как раз так, как я и хотела. С одной стороны гиковская, но достаточно элегантная для того, чтобы носить, например, с кашемировым пальто. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось то, что получилось у меня, и у вас самих все получится с первого раза, чтобы ничего не переделывать. Будьте здоровы. Пока-пока.